комментариях частенько звучит вопрос, чем отличаются кальквиция, этот красиво цветущий кустарник, от вейгелы. Вроде бы листочки одинаковые, вроде бы и цветочки одинаковые. В чем же разница? Ну, сегодня попытаюсь ответить на этот вопрос и вообще попытаюсь ответить на вопрос, как искать в интернете названия тех или иных интересующих вас растений. На самом деле сделать это, в общем-то, несложно. На мой взгляд, существует три основных отличия кальквиции от вейгелы. Если кто-то знает другие, пишите в комментарии. Так, первое отличие – это размер листа. Ну вот это кальквиция. Посмотрите, какие у нее листочки. Маленькие, видите? Вот размер листочка. Вот листик от кальквиции. А вот я сижу под вейгелой. Посмотрите, насколько большие крупные листья у нее. Чувствуете, какая большая разница? У кальквиции они меньше, у вейгелы они гораздо больше. Цветы. То же самое. У кальквиции это меленькие розовые цветочки, у вейгелы это больше все-таки размера. Тоже они не очень большие, но размер, тем не менее, больше. Я, конечно, понимаю, что все эти понятия больше, меньше, все это относительно. Все это зависит от места произрастания, от того ухода, который вы оказываете растению. Но, тем не менее, по этим параметрам сравнить можно. Но существует третий, совершенно безошибочный. Это семена. К сожалению, на своей вейгеле я никаких семян не нашел. Возможно, они уже осыпались, а возможно, не завязались. Нашел вам фотографию, вот посмотрите, как они выглядят. А вот на кальквиции семена сейчас висят во всей красе. Видите, какие они пушистенькие, ворсистые такие, щетинистые, как принято говорить. Вот это и есть основная существенная разница. Поэтому сравнивать по размеру можно, но если у вас есть в распоряжении, скажем, где-то рядом два куста, вы не знаете, что есть что. Но если у вас нету двух кустов, чтобы сравнить листья, сравнить цветы, то сравнивайте по семенам. Ну а теперь насчет того, где искать информацию про растения. В принципе, все достаточно просто. В интернете есть большое количество интернет-ресурсов, содержащих информацию про то или иное растение. Я, правда, сейчас говорю не про те бла-бла ресурсы, в которых больше рекламы, чем информации. Есть более-менее научные, где, в принципе, достоверная информация. К сожалению, могу вам вот для примера показать российский ресурс, называется Плантариум, в котором я очень часто нахожу нужную мне информацию. Вводите название растения, большое количество фотографий, причем во всех фазах его развития. И без листьев, и с листьями, и с семенами, и с цветами. То есть можно по картинкам понять какое-то растение. Ну и плюс там же есть ссылки на какие-то другие ресурсы, где вы можете почитать больше информации про это растение. Хорошо ним пользоваться, если вы знаете точно название растения. А если вы где-то вас заинтересовало какое-то растение, название вы не знаете, вы хотите понять, что это за растение. Ну, для этого, в принципе, тоже существуют интернет-ресурсы. На мой взгляд, они не очень хороши. Как-то они дают всегда мне лично не очень хороший результат. Опять же, рекламы там много. Но, тем не менее, с этой задачей вполне неплохо в последнее время справляется Google поиск. Но поиск по фотографиям. Делаете фотографию крупную цветов, листьев, растения, загружаете в Google поиск, он вам выдает информацию. Да, он может дать варианты. Ну, а вы уже, поизучав те или иные варианты, можете выбрать тот, который наиболее соответствует тому растению, которое вас заинтересовало. Скажете, мало полезной информации выдал. Ну, дело в том, что я всегда сторонник того, чтобы люди сами пытались поставить вопрос правильно и правильно найти на него ответ. Я недавно прочитал где-то, по-моему, у Генри Миллера, что можно взять учебник по садоводству, а можно руки засунуть в землю. На мой взгляд, второй путь более правильный. Хотя, конечно, ни в коем случае не отменяет учебников. Но именно сделав все своими руками, своей головой, вы получаете уникальный опыт, который совершенно бесценен. Ну вот у меня на сегодня все. Всего вам доброго.